Всем привет! В этом видео я покажу, как я делаю отпечаток матрицу из силикона без крахмала и муки. Отпечаток буду делать из покупного декоративного камня. Называется фея. Вес коробки полметра квадратных, 22 килограмма. В упаковке получается 12 штук. То есть квадратный метр, грубо говоря, стоит 1700 рублей. Мне не нужен целый квадрат, я взял пол квадрата. И сейчас продемонстрирую, что получится. Заодно протестируем силикон дешевый за 140 рублей и дорогой за 283 рубля. Так, вот такой камушек, да, вот такой рисунок. Моя задача сейчас сделать обрешетку. С чего мы и начнем. Значит, в аптеке было куплено масло вазелиновое. Оно послужит как разделитель между камнем и силиконом. Оно стоит 30 рублей. Можно использовать просто вазелин, растопить его и промазывать. Значит, сначала промазываем декоративный камень тщательно везде, потом уже начинаем работать с силиконом. Значит, здесь емкость получается с теплой водичкой. Туда добавляем средство для мытья посуды. Любое, в принципе, можно подойдет. Через интернет-магазин был куплен вот такой силикон. Этот баллон стоит 140 рублей. В прошлый раз я делал тоже матрицу, но я делал ее с мукой. И у меня вот 5 баллонов, как и в этом случае, хватило на большей площади, чем нежели сейчас. Дальше увидите почему. Выдавливаю сразу 5 баллонов, смазываю руки средством для мытья посуды, чтобы силикон не прилипал к рукам. Начинаю всю вот эту жижу, грубо говоря, совмещать в одно целое. Можно работать в перчатках, но я уже как бы попробовал, к рукам ничего не прилипает. Собираю вот эту массу в один шарик, грубо говоря. Здесь 5 баллонов у меня получилось. Вот такой санитарный силиконовый герметик. Абсолютно такой же маркировки, который я покупал в прошлый раз в магазине. Но покупал его по 280 рублей, но производитель другой. Здесь начинаю я его растягивать по всей площади. И здесь я понимаю то, что он не тянется, а просто рвется кусками. И таким образом мне не хватает на всю площадь обрешетки, которую я сделал. Но это, в принципе, ничего страшного, потому что я не буду отливать гипс в эту матрицу, я буду ее делать отпечаток на бетоне. Но все равно я расстроился,
то, что, во-первых, он не тянется, а во-вторых, отрывается кусками. Вот, и ожидал, конечно, лучшего. То есть я максимально, насколько возможно было, сделал как бы такой отпечаток. Но это ничего страшного, как бы сначала расстроился, а потом думаю, что расстраиваться. Все равно эта матрица мне, она сгодится. У меня уже была матрица, сделанная из крахмала и силикона. У меня там тоже не хватило до конца сделать на обрешетку, которую я хотел. Но ничего, она до сих пор мне служит, я отпечатываю. Но работаю с плиточным клеем. Потому что с песком, мне кажется, сложнее. Я пробовал. Песок надо просеивать. Это уже отдельный ролик будет. Ну вот на следующий день, где-то через сутки, да, я просто снял, и он снялся легко, причем, ну так себе качество, да, то, что вот здесь чуть порвался, силикон, ничего страшного. На отпечаток это никак не подействует. Вот такой как бы отпечаток, кусок мне обошелся 700 рублей. Ну, так как в коробке было 22 и все разные камни, ну, то есть рисунок камня, да, я поехал, купил уже проверенный силикон. Этот баллон стоит 183 рубля, если быть точнее. Всю процедуру в мыльном растворе я сделал то же самое, что и в первом случае. Но здесь я вообще порадовался, он тянется. Прям вот растягивается, вот как его направишь, так он и идет. И причем он такой прозрачности, то, что я вижу, где темные места, значит там тонкий слой, где больше белого, там как бы больше, да, слой. И таким образом я просто как бы снимал вот где больше белого и накладывал как бы так слоями на темные места, и причем он между собой соединялся очень легко. То есть не было никакого наслоения. Ну, вообще порадовал. И он такой тоненький получился. И эластичный. Здесь я обрешетку не стал полностью делать, потому что камень такой формы, что там пришлось бы обрезать, дорезать. Там я просто стянул, значит, по бокам с левой стороны и с правой. Вот два этих бруска, чтобы как бы ничего никуда не расходилось, не расплывалось. Также прошли сутки. Я начинаю отрывать. Этот уже сложнее отрывается от камня. И он такой получился тоненький. Я боялся, что он разорвется. Но не тут-то было. Качество решает. Вот если сравнить то, что у меня в первом случае получилось, да, с 5 баллонов. Вот сейчас я делаю то же самое, грубо говоря, тоже с 5 баллонов, но площадь отпечатка больше. Вот я его прям растягиваю, он прям вот тянется. В дальнейшем хочу попробовать литьевой силикон. Я уже нашел, и по цене он стоит 1150 рублей 1 литр. Там два компонента смешиваются и заливается. 37 на 28. Это маленький кусочек получился. Но он тоже подойдет, отпечаток будет. Никуда он не денется. Так. Вот этот потоньше получился. Но он и тянучий такой. Ну, тянется очень хорошо. Такой отпечаток у меня получился 56 длиной, да? Тоже на 28.
А вот мои матрицы, да, которые я делал. Вот эту я делал с мукой. Здесь рисунок другой камня. Вот, как видите, ничего не стало. Вот она, я уже печатал ей. Это просто прикладываем к раствору, либо к плиточному клею, либо песок с цементом. Но я перешел на плиточный клей, но об этом уже будет другой ролик. Так, вот это значит с мукой и силиконом. Длина ее 67 на 20. Здесь тоже 5 баллонов сюда ушло. Вот эта вот матрица первая моя самая, она еще тоже до сих пор живая. У меня здесь она тоже не до конца получилась. Это тоже ничего страшного, так как мы сюда не будем заливать гипс, ничего, решетку не будем делать, а просто будем отпечаток уже делать на месте. Здесь я делал с крахмалом. Что я хочу сказать? Вывод. Вот у меня получилось с крахмалом, с мукой и с мыльным раствором силикон. Самый лучший вариант, самый лучший, надежный, это получается в мыльном растворе. Почему? Потому что можно не успеть. Вот я когда первый раз пробовал, я замешал с крахмалом и просто не успел раскатать его. И он у меня застыл просто комком, вот быстро. С мукой подольше застывает силикон. С мукой. А вот в мыльном растворе вообще очень долго можно растягивать, прям идеально вообще подходит. А решетку, в принципе, как бы вот я особо-то не делал, вот когда вторую матрицу, да. Потому что это не текучий силикон. Он как бы такой густой, да, его можно растягивать, расправлять. Но в дальнейшем тоже хочу попробовать. Уже продается текучий силикон специально для форм. Но это нужно делать обрешетку, все обмазывать пластилином, чтобы никуда ничего не протекло, не утекло. Вот. Значит, как будет показывать себя вот этот отпечаток, это уже в дальнейшем. В дальнейшем буду экспериментировать, там и краску подбирать с колером. Вот. В общем, интересный рисунок. Это Масяня, знакомьтесь. Кошка. Вот такой получился обзор, эксперимент. Теперь у меня новая матрица. Хочу попробовать, что дальше получится. Как она себя проявит. Но на ощупь она такая эластичная. До новых встреч, увидимся в новых роликах.